Приветствую всех на моем канале, меня зовут Настя. Сегодня будем вязать вот такие домашние тапочки-носочки для малышей 2-3 лет. Пряжа у меня китайская, молочный хлопок, 180 метров на 50 грамм. Спицы буду использовать 2,5 миллиметра. Сейчас нам нужно набрать на спицы 35 петель. Я буду это делать эластичным набором, не обязательно повторять за мной. Вы можете набрать петли так, как удобно вам. Делаю первую петельку, спицы веду под петлю на большом пальце, в петлю на большом пальце, большой палец вниз, захватываю ниточку с указательного пальца и вывожу через петлю на большом пальце. И так набираю 35 петель. Тридцать четыре, 35. Освобождаю одну спицу. Вяжем первый ряд. Кромочную в начале первого ряда провяжем, в остальных рядах будем снимать, не провязывая. И дальше вяжем первый ряд резинкой 1 на 1, начиная с лицевой. Чередуем 1 лицевая, 1 изнаночная. 1 лицевая, 1 изнаночная. И так до конца ряда. Заканчиваем ряд лицевой и кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Второй изнаночный ряд, кромочную снимаем, а дальше вяжем резинкой 1 на 1 по рисунку. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так до конца ряда. И кромочная в конце ряда изнаночной петлей. В третьем ряду будем провязывать отверстие для шнурка в начале и в конце ряда. Кромочную снимаем, дальше провязываем 1 лицевая, дальше накид и провязываем 2 следующие петли вместе лицевой. Снова вяжем по рисунку резинкой 1 на 1. Какие петли видим, такие и провязываем. Вяжем так до последних 4 петель. Осталось 4 петли в конце ряда. Провязываем следующие 2 петли лицевой, но с наклоном влево. Петли разворачиваю и провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Затем накид, 1 лицевая и кромочная в конце ряда изнаночной петлей. Четвертый изнаночный ряд, кромочную снимаем и вяжем по рисунку резинкой 1 на 1. Накиды провязываем как обычную петлю. И кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Итак, сейчас мы с вами связали
4 ряда. Вот эти 4 ряда вам нужно повторить еще 2 раза. То есть у нас должно быть всего 12 рядов манжета. Итак, я довязала резинкой 1 на 1, 12 рядов манжета. У меня получилось с каждой стороны по 6 кромочных и по 3 отверстия. Маркер я повесила на последние кромочные. Лично мне так удобней. Дальше мы с вами будем вязать высоту пяточки. Вязать будем платочной вязкой. И сразу начинаем делать убавление в начале и в конце ряда. 13 ряд. Кромочную снимаем. Далее провязываем убавление. 29 лицевых. Убавление в конце ряда. И кромочную провязываем изнаночной петлей. 14 изнаночный ряд, на спицах 33 петли, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. 15 ряд, кромочную снимаем, сразу провязываем убавление, далее 27 лицевых, убавление в конце ряда и кромочную провязываю изнаночной петлей. 16 изнаночный ряд, на спицах 31 петля, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Кромочную в конце ряда провязываем изнаночной петлей. И таким образом будем делать убавление в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда до тех пор, пока на спицах не останется 7 петель. Довязала, теперь у меня на спицах 7 петель. Всего я связала 28 рядов с убавлениями, то есть по 14 кромочных у меня сейчас с каждой стороны. Дальше мы будем вязать пяточку и часть подошвы. У нас получился вот такой условный треугольник. Сейчас нам нужно связать такой же треугольник, только если мы убавляли в первом треугольнике, то во втором треугольнике будем прибавлять. Сейчас я нахожусь в лицевом ряду, я поменяю цвет нити. Сорок первый ряд. Кромочную провяжу, так как вводим в работу новую нить. И вяжу 7 петель лицевыми, кромочную тоже считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И сейчас нужно добавить одну дополнительную петлю из кромочной. Я говорила, их должно быть 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 42 изнаночный ряд. Кромочную снимаем и ее тоже считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С изнаночной стороны последнюю лицевую ничего не переворачиваю, просто вяжу за заднюю стенку. И плюс одна дополнительная петля из кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. С изнаночной стороны петельку добавляем вот так. 43 ряд. Кромочную снимаем. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 44 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последнюю петлю провязываю лицевой за заднюю стенку 10 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. И таким образом вяжем, делая прибавление из кромочных в каждом ряду, пока на спицах не будет то же количество петель, с чего мы начинали. В моем случае 35 петель. Итак, у меня сейчас на спицах 35 петель. Мы связали 2 одинаковых треугольника. Дальше мы с вами будем вязать подошву. Снова будем вязать треугольник, состоящий из 28 рядов. То же самое, что мы вязали на пяточке. Убавление будем делать в каждом лицевом ряду, в начале и в конце ряда. 69 ряд, если кто-то подсчитывает, перепроверьтесь. 69 ряд, кромочную снимаем. Убавление. Далее 29 лицевых петель. Убавление в конце ряда. И кромочную провязываем изнаночной петлей. 70 изнаночный ряд, кромочную снимаем и вяжем все остальные петли лицевыми. И таким образом вяжем, делая убавление в каждом лицевом ряду в начале и в конце ряда, до тех пор, пока на спицах не останется 7 петель. Кромочную в начале ряда снимаем, не провязывая, в конце ряда провязываем изнаночной петлей. Итак, я довязала свой третий треугольник, 28 рядов с убавлениями. Это был первый, второй, третий. Дальше мы с вами будем переходить на вязание мыска. Итак, вяжем мысок, тут уже поинтересней. Наш основной условный треугольник состоит из 28 рядов. Нам его нужно поделить напополам и связать 2 маленьких треугольника. 28 рядов напополам это 14 рядов, то есть по 7 кромочных. Значит, на первой половине треугольника, на первых 7 кромочных мы вяжем прибавление, то есть первый треугольник прибавляем. Вторую часть основного треугольника мы будем убавлять петли. Но нет ничего более понятнее, чем практика. Вяжем мысок. Девяносто седьмой ряд, кромочную снимаем. Вяжем 7 лицевых вместе с кромочной. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Дальше нам нужно с вами добавить одну дополнительную петлю из кромочной. Всего у нас должно быть 14 кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Добавляем дополнительную петельку. 98 ряд. Кромочная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. С изнаночной стороны буду провязывать, ничего не переворачивая, просто за заднюю стенку лицевой. 8 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. С изнаночной стороны добавляем вот так. Девяносто девятый ряд. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Сотый ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 101 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 102 изнаночный ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 103 ряд. Вяжем все петли лицевые, в конце ряда добавляем 1 дополнительную петельку из кромочной. И таким образом мы с вами будем вязать все 14 рядов, пока на спице не будет 21 петля. Это будет ровно половина нашего основного треугольника. Первый маленький треугольник на половине основного треугольника связан. Здесь мы прибавляли петли. Сейчас у меня на спице 21 петля. Второй маленький треугольник мы уже будем убавлять петли. Перепроверьте себя, чтобы у вас с каждой стороны оставалось по 7 кромочных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И на другой стороне тоже 7. Дальше будет интересней. Смотрите, мы продолжим прибавлять в каждом ряду, так же, как и прибавляли здесь, по 1 дополнительной петле из кромочных. И чтобы не нарушать этот рисунок, и дальше мы тоже продолжим добавлять из кромочных также по 1 петле, но чтобы петли не увеличивались, мы будем вязать так. Кромочную снимаем, далее провязываем убавление, еще одно убавление. Далее 12 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И заканчиваем ряд тоже 2 убавлениями. 2 вместе лицевой и еще раз 2 вместе лицевой. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Это был 111 ряд. 112 изнаночный ряд, кромочную снимаем, а остальные петли вяжем лицевыми. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Итак, мы продолжаем добавлять по 1 дополнительной петле из кромочных, но при этом наше общее количество петель уменьшается на 2 петли. 113 ряд, кромочную снимаем, 2 убавления подряд. Дальше 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 убавления в конце ряда. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 114 изнаночный ряд. Кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной.
115 ряд, кромочную снимаем 2 убавления. 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 убавления в конце ряда. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 116 изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 117 ряд, кромочную снимаем, 2 убавления в начале ряда. Далее 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 убавления в конце ряда. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 118 изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли провязываем лицевыми. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 119 ряд, кромочную снимаем, 2 убавления в начале ряда. Далее 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. 2 убавления в конце ряда. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 120 изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли лицевыми. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 121 ряд. Кромочную снимаем, 2 убавления в начале ряда. Далее 2 лицевых. 2 убавления в конце ряда. Одна дополнительная петля из кромочной. 122 изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. А 123 ряд. Теперь мы оставим то же количество петель, которое было. Кромочную снимаем и вяжем одно убавление в начале ряда. Дальше 4 лицевых. 1, 2, 3, 4. И одно убавление в конце ряда. Плюс 1 дополнительная петля из кромочной. 124 изнаночный ряд, кромочную снимаем, остальные петли вяжем лицевыми. И плюс 1 дополнительная петля из кромочной. Сейчас на спице у нас 9 петель. В следующих 2 рядах мы добавим еще по одной петле, чтобы на язычке у нас в итоге было 11 петель. 125 ряд, кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще одну петлю давайте провяжем. Вот у нас последняя кромочная была. Вот эта кромочная уже манжет. Вот сюда вот тут будет отверстие как раз в переход между подошвой и манжетом.
Отсюда добавляем еще одну дополнительную петлю. 126 изнаночный ряд. Кромочную снимаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И с этой стороны тоже. Вот в этот с этого перехода добавим одну дополнительную петлю. Дальше мы с вами будем вязать язычок, то есть уже не будем никуда присоединяться. Кромочную снимаем и вяжем все остальные петли лицевыми. У нас на спице сейчас 11 петель, это 127 ряд, если кто-то считает ряды. Язычок кромочную можете провязывать как обычно изнаночной петлей. Я, чтобы нигде ничего не заворачивалось, я буду провязывать просто лицевой. То есть кромочную в конце ряда я провязываю лицевой. 128 изнаночный ряд. Кромочную снимаем, а остальные петли вяжем лицевыми. И кромочную в конце ряда тоже провязываю лицевой петлей. Итак, платочной вязкой прямо нужно связать еще вот к тому, что мы уже связали, еще плюс 16 рядов. 16 рядов по 11 петель с лицевой и с изнаночной стороны. Довязала еще плюс 16 рядов. В 17 ряду я сейчас нахожусь с лицевой стороны, закрываем петли. Кромочную снимаю, следующую петлю провязываю лицевой и пропускаю через предыдущую петлю. Последнюю кромочную провязываю лицевой и пропускаю через предыдущую петлю. Ниточку отрезаю, все хвостики прячу. Шнурок вы можете связать любой. Я просто на всякий случай вам покажу, как я вязала именно этот шнурок крючком. У меня 2 ниточки разных цветов. Делаю первую петельку. Вторая ниточка. Хвостики придерживаю. Делаю накид нижней ниточкой и провязываю обычную воздушную петлю. Опять накид нижней ниточкой, провязываю воздушную петлю основной. И таким образом я провязываю 135 петель. Или, если не хотите считать, я провязала 60 сантиметров. Вот и все. Такие у нас получились домашние тапочки-носочки для малышей. Спасибо за просмотр. Ровных вам петелек. Всем добра.